Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы, авторы канала Раиса Горяченко, Александр Волик, проживаем в городе Измаил. Это юг Украины, юг Одесской области. Портится у нас уже тоже погода, доходит уже дыхание холода, зимы. И вот сейчас у нас уже последние такие завершающие теплые деньки. А далее уже в Козероге 9 ожидаются дожди и понижение температуры. Это ответ и выполнение просьбы некоторых наших зрителей, которые хотят знать, а какая у нас погода на юге Украины. Видите, наша погода была теплая, очень хорошая после холодного циклона, а сейчас уже дело пахнет зимой по-настоящему. Ну а сегодня мы рассмотрим с вами агрогороскоп с 9 по 12 ноября 2021 года, время московское. И как всегда рассмотрим за один день до знака, важного знака, в котором будет находиться Луна. В данном случае у нас знак Водолей, уже будем рассматривать 10-11. Но напомним о том, что у нас будет происходить 9. Это время Козерога. И мы с вами можем, сегодня у нас 8 утром, мы можем сегодня многое сделать, и мы надеемся, погода будет благодатной, завершить некоторые эксперименты и посадки, и посевы. Ну а 9 ноября можно будет эти работы выполнить до 16 часов 30 минут. Естественно, если будет, соответственно, хорошая погода. Но желаем вам, конечно же, хорошей погоды и благодатной погоды и благополучных ваших дел запланированных. Давайте рассмотрим еще раз 9 ноября, что мы можем сделать. До 16 часов 30 минут высаживаем озимый чеснок, озимый лук. Для тех, кто спрашивал по поводу посева семян эустомы, тоже очень хорошее время. А также проводим в северных регионах при благоприятной погоде подзимний посев вершков и корешков. Что касается рассада, то можно до 16:30 высаживать абсолютно любую рассаду. И пикировку проводить то же самое. В саду очень хорошо до 16:30 завершить посадку любых саженцев. Это могут быть и плодовые, и ягодные, декоративные, еловые растения. Все, что вы приготовили, цветочные растения, все вот это уже высаживайте. Но это делайте там, где еще тепло, где почва теплая. В северных регионах уже отдых. А если вы получили саженцы, прикапывайте, высаживайте. Можно высадить просто-напросто, если на улице уже очень холодно, и снег, и мороз. Просто высаживаете ведра с землей и в подвал, в погреб. Там пусть они перезимуют, ваши растения. Далее зеленые операции, конечно, проводим в это время, и очень хорошо это отразится на здоровье растений. В данном случае у нас это актуально для теплых регионов, для теплых стран. Для цветов открытый грунт, подготовка к зимовке и защита растений от вредителей. Это там, где нужно это агромероприятие сделать. Ну и защита это для теплых регионов, это больше подходит для них. У них еще продолжается вегетация растений. Для комнатных цветов замечательное время в Козероге это нарезка черенков и укоренение. Сделайте, пожалуйста, это до 16 часов 30 минут. А также до этого момента высаживайте, пересаживайте, пикируйте, поливайте и подкармливайте свои комнатные любые растения. Особой подкормки сейчас требуют именно те растения, которые собираются цвести или же уже цветут. Поливы и подкормки очень актуальны. Постарайтесь в Козероге все сделать, потому что в следующие уже сутки, 10 у нас 11 будет время стихии воздуха. Поливы и подкормки не проводятся. Поэтому, пожалуйста, 9, еще раз напоминаю, это важная работа должна быть проведена. В знаке Козерог очень хорошо собирать урожай, делать различные заготовки, закладывать на хранение и квасить капусту, яблоки, арбузы. Кто-то мне написал, что вот есть еще бахча в залежах, чтобы она не испортилась, заквасьте. Вот очень вкусно. Вот сами увидите.
Ну и добавляется новый пункт такой: сбор и приготовление лекарственных настоев из лекарственных растений. Почему это возникло? Летом мы специальный календарь готовили и в летний период собирали лекарственные травы. Ну а сейчас время приготовить настои. В Козероге я не рекомендую это сделать. Сделаем очень хорошую эту работу в следующем знаке. Здесь мы пропускаем этот период приготовления. Водолей. 10-11 ноября. Здесь короткий, хотя короткий период и лунный без курса, и переход Луны из первой во вторую фазу, но в Водолее ни посевы, ни посадки рассады, ничего этого не проводим. Не только рассады, а также в саду никаких растений мы не высаживаем. Это время стихии воздуха и время испытания растений, посевов, но это будет время уже весны и лета. Сейчас у нас только актуальна обрезка в саду и защита от вредителей, от болезней. И, кстати, в знаке Водолей хорошо укрывать растения, они не так будут загнивать. Но укрытие делаем там, где уже действительно погода такая морозная, начинаются небольшие морозы, и нужно провести эту работу. Зеленые операции Водолея прекрасно проходят, ранки быстро заживают. Снова же зеленые операции для зеленых растений, это актуально. Цветы в доме. Тоже обрезка, то есть зеленые операции, укрытие теплолюбивых растений. Ну вот обрезка, в данном случае открытый грунт, это там, где холодно уже, осень, то можно сухие растения обрезать. А где теплые страны, естественно, обрезка здесь как зеленые операции проходит. Для комнатных цветов актуальны вопросы зеленых операций, обрезка цветоносов, листиков, которые уже отслужили, и защита от вредителей болезней. Защита, не ждите, пока появятся вредители, проводите профилактические опрыскивания биопрепаратами. Не работайте химией, это вредно в первую очередь для вашего здоровья. Поливы и подкормки в этот период ни в коем случае не проводим. Поливать нельзя, загнивают корни, а без полива подкормки тоже угнетающе действуют на растения. Зато в это время очень хорошо собирать урожай. Это там, где он созрел и уже готов. Там, где снег, то, конечно, уже урожай собран. Здесь актуальны сборы ягод в теплых странах, плоды какие-то созрели. Пожалуйста, тоже, кстати, там есть люди, которые занимаются заготовками. Как ни странно, хоть тепло, но есть такие у меня отклики, сообщения, и им тоже нужна эта информация. Так что заготовки сушите, замораживайте, консервируйте то, что вы запланировали, а также закладывайте на хранение. Это еще актуально для тех стран и регионов, где еще не установилась зима. Квашение в знаке Водолей не проводится, получается сухая капуста. А вот этот новый пункт, который мы будем добавлять в наши агрогороскопы, это сбор и определенных частей лекарственных растений и приготовление из них настоев, каких-то мазей. Вот в Водолее это время хорошее. У нас сейчас растущая луна. Значит, мы собираем все, что растет над землей. Листики, цветочки, вот все, что созревает и используется для приготовления лекарственных настоев. Можете эти лекарственные чаи очень эффективны. Еще есть очень интересные наблюдения, в каком знаке, для каких органов нужно было заготавливать травы, но это у нас уже все прошло в летний период. Поэтому сейчас, если такие травы у вас есть в доме или растения, можете спокойно готовить из них нужные вам лекарственные или настои, или чаи, или мази. Все, что вы хотите, делайте это в этот период в знаке Водолей. 12 ноября Луна уже с 7 часов 55 минут перейдет в знак Рыбы. Это будет у нас пятница. Завершает как раз неделю вот этот знак. Знак трудяга, поэтому в это время мы можем сеять уже после 8 часов подзимние посевы вершков. Кстати, и семена цветов можно сеять в это время.
очень хорошо в это время заниматься рассадой. Здесь и пикировка, и посадка, и перевалка рассады, и посадка самой уже рассады в отапливаемые теплицы. Или же у нас есть зрители из теплых стран, они высаживают в это время рассаду. Так что, пожалуйста, этот период очень хороший после 8 часов 12 ноября. Высаживайте удачной посадки и хорошего урожая тех культур, которые вы высаживаете. В саду что можно делать? А вот очень актуально посев туго всхожих семян древесных растений, которые требуют длительной стратификации. Высевайте, они как раз и зиму пройдут, эти семена, и хорошо потом весной взойдут. Вот это обязательно можно сделать вот 12 ноября. Зеленые операции в это время в любом регионе, в любом положении и в любом пространстве, пожалуйста, не проводите. В это время очень быстро поступает в растения, могут и споры грибковых заболеваний, и вирусы. Это время стихии воды. И с большим быстрым потоком воды попадают в само растение, и растение постепенно погибает. Поэтому учтите, зеленые операции отменяются в этот период. Для цветов актуальны поливы, подкормки. Цветы в теплицах сейчас, хризантемы очень красиво еще цветут, растут, видела. И эустома продолжает расти в отапливаемых теплицах и в теплых странах, поэтому поливайте, подкармливайте очень хорошо. Не забывайте о защите ваших растений от вредителей и от болезней. Для комнатных цветов актуальны поливы, вот от это время хорошее. Естественно, подкормочки для цветущих растений и тех, кто собирается цвести. А также в это время хорошо высаживать рассаду уже цветочных растений, проводить перевалку, пикировку, все мероприятия, которые связаны с посадкой, рассадой и размножением. Я имею в виду уже черенки ваши укорененные, вот это уже вы высаживаете и пересаживаете. Поливы и подкормки очень актуальны и очень хороши в этот период, пожалуйста, проводите. Сбор урожая, заготовка, закладка на хранение и квашение в этот период в знаке рыбы не рекомендуется. Единственное, что вы можете заниматься маринадом. Маринованием это с помощью лимонной кислоты, уксус используется. Вот это можно делать каждый день. А также вот что касается приготовления или сбора лекарственных растений, в это время можно их использовать в свежем виде. Вот сорвали пару листиков, сделали себе или чай, или же что-то другое, в салат добавили. А вот заготовки в это время делать нельзя. Они просто-напросто будут некачественные и неэффективные. Постоянная рубрика «Луна для дома и для здоровья» с 9 по 12 ноября 2021 года. Но начнем для наших дел, расписания хороших дел для дома. Что мы можем сделать? Ну, естественно, с 9 ноября рассмотрим вопрос в Козероге, что можно сделать. Мы уже в прошлый раз об этом говорили, но напомню. Печку в это время первый раз растапливать не рекомендуется. Очень сложно, вот эта пробка из дымохода убирается. Если же были до этого времени протопки и теплая печка, то нормально с маленького количества дров можно начинать, и дыма не будет. Стрижка волос в Козероге. Да, делайте, красьте. Очень хорошо. Любые покраски, здесь краски подходят. Мытье волос тоже хорошо. Вот очистка кожи у нас проходит без очистки кожи. Все мероприятия переносим на убывающую луну. Сейчас у нас растущая луна. Стрижка ногтей тоже очень хорошо в Козероге. А вот ремонт не делайте, проветривать вещи не рекомендуется. Они набирают какого-то такого неприятного запаха, даже если это солнышко и если ветер хороший. Рукоделие зато в это время очень хорошо идет, творческие такие импульсы, какие-то идеи появляются, и хорошие, и красивые вещи получаются. Стирать можно, убирать можно. А теперь рассмотрим у нас 2 дня, среда, четверг, это время Водолея. Луна в знаке Водолея, 10-11. Что
здесь делать? Очень хорошо с протопкой печки, дыма не бывает, очень редкое. Снова же дрова должны быть сухими. Если дрова мокрые, то в любое время будет много дыма. Так что готовьте очень хорошо вот этот важный прием для того, чтобы в вашем доме было тепло. Благодаря вот этим, то ли камину или печке, вот этим важным местам дома, которые создают нам вот уют и тепло. Стрижка волос. Да, в Водолее очень хорошо стричься, красить волосы тоже можно, но только органической краской. Я думала, как же все-таки написать, потому что сейчас есть дорогостоящие краски с использованием различных настоев, трав. Вот они и подходят. Это органические краски, используйте. Мытье волос в Водолее приветствуется, очистка кожи нет, стрижка ногтей очень хорошо в Водолее пройдет. Ремонт прекрасно, проветривание вещей, если на улице солнышко, ветер, очень хороший аромат вот тех же подушек, одеял и у вещей. Вот рукоделие в это время, естественно, мы не шьем, не вяжем, только если просто-напросто уже было начато у вас какое-то дело, и есть время и желание, вы можете вязать потихонечку, вышивать, или шить что-то, пришивать те же пуговицы. Рядовые какие-то работы, срочные, это можно делать. А творческое, конечно, оно не очень хорошо пойдет. Водолей – это полет, это скорость, и, естественно, будет что-то отвлекать, и не получится так, как надо. Что касается стирки, очень интересный такой парадокс, сколько раз наблюдаю. Вот плохо отстирываются пятна, но современные вот эти различные пятновыводители помогают выстирать. Казалось бы, плохо стираются вот эти очень грязные вещи, но сохнут они в это время замечательно. Поэтому, если у вас что-то очень грязное, можно или использовать вот эти новые современные средства для того, чтобы вывести пятна, или же перенести на другой день, вот, допустим, в следующий день. Вот эти грязные вещи. А то, что можно просто простирать и без всяких проблем, то можно выстирать и очень хорошо высохнет при хорошей погоде. Уборка, конечно же, мне нравится уборка. Причем делайте всегда уборку, как я называю, профилактическую. То есть каждый день после себя что-то где-то убирать постоянно и не оставлять вот эту кипу грязи, еще чего-то там вот на то, чтобы потом убирать, генеральную уборку делать. Лучше делать это постоянно. Ну а теперь перейдем в пятницу, в знак рыбы. Луна в рыбах, 7 часов 55 минут. И весь день у нас очень много дел, которые нужно будет приостановить и перенести на другой день. Или же сделать их заранее. Вот в чем прелесть вот этого гороскопа. Итак, печку топить очень тяжело будет. Дыма будет полный дом. Стрижку волос не проводите. Покраску волос тоже не проводите. Стихия воды. Этим все сказано. И краска не будет цепляться, и волосы будут не очень хорошо пострижены. Мыть волосы тоже не рекомендуется. Перхоть после этого появляется даже при супер каких-то шампунях. Лучше перенести или сделать это раньше. Очистка кожи тоже пропускаем. Стрижка ногтей тоже пропускаем. В рыбах не рекомендуется. Потом они секутся, ногти, и очень плохо растут. Хотя это растущая луна. Ремонт ни в коем случае. Это просто пародия на те работы, которые мы делаем обычно в знаке стихии огня, воздуха. Прекрасно все получается, но это стихия воды. Даже не начинайте и не завершайте это дело, потому что будете переделывать. Проветривать вещи тоже, не выносите их на улицу, потому что много влаги в это время просто напитывается. Даже если солнце и ветер, все равно вещи притягивают влагу в это время. А вот рукоделие рыбы поощряет. После небольшого перерыва после Козерога очень хорошо в рыбах творить. Рыбы этому сопутствуют и покровительствуют.
Стирка, вот если вот пятна уже грязные, вот в это время очень хорошо отстирается. Ну и уборка, очень грязные какие-то места, запущенные, вот это в знаке рыбы очень хорошо. И при убывающей, конечно, лучше, и при растущей луне тоже это пойдет очень хорошо. Уборка получится на славу. Вот она так у нас выглядит. Вот эта рубрика «Луна для дома». И завершает сегодняшний выпуск рубрика «Луна для здоровья». Во вторник, 9 ноября, Луна будет находиться в знаке Козерог, а в это время уязвимы желчный пузырь, скелет, вся костная система, то есть кости, суставы, сухожилия и особенно колени. Будьте внимательны, я знаю, что вы очень много будете работать в эти дни. Пожалуйста, берегите колени и свои ноги. В это время нельзя использовать алкоголь, кофе, шоколад, жирную и жареную еду, острые соусы, соли много нельзя. Постарайтесь ее как можно меньше использовать для приготовления любого блюда. И также откажитесь в это время от майонезов. Зато можно в это время постное мясо использовать для приготовления различных блюд. Отварные яйца, морскую рыбу, снова же нежирную, растительные масла, а также хорошо молочные, кисломолочные продукты. Много сейчас орехов. Используйте орехи буквально каждый день, и не только в Козероге, но в Козероге особое требование к орехам. Пожалуйста, любые, какие у вас есть, ешьте в течение дня, суток, на ночь немножечко орешков. Это всегда будет очень хорошо. А также используйте морковь, свеклу, лук, базилик, пастернак. Разные капусты в это время очень хорошо для питания. Петрушка, укроп, сельдерей, клюква, гранаты. В это время хорошо использовать для приготовления различных блюд макароны изделия, изделия из муки. А также свежие вареные овощи, это могут быть и салаты, и просто отварные овощи. Это все будет замечательно, салатики различные и чай из шиповника. 10 и 11 ноября, в среду и в четверг, Луна растущая будет находиться в знаке Водолей. А в это время уже будут уязвимы ноги, особенно лодыжки, голеностопные суставы, икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног, сердечно-сосудистая система. В это время часто нападают на наши ноги судороги. Я нападаю в кавычках беру. Действительно, в другие дни этого не происходит, а в это время Водолей это часто бывает. Так что, пожалуйста, против этих всех заранее можно себя подготовить, мази теплые различные, укутывания для ног, поднимайте ноги вверх для того, чтобы не было судорог. А также в это время боли могут быть по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени. Это тоже часто бывает. Ну и будьте внимательны, тромбофлебиты в это время беспокоят наши тела. Что можно из питания? Естественно, мясо различное, шашлыки, вот сейчас уже это можно, колбаса, консервы различные, любая рыба и рыбопродукты. Из каш очень хорошо гречневая, пшеничная, овсяная. Проростки зерновых и бобовых очень актуально. Сейчас уже начинается вот этот период, глубокая осень и зима. Всегда должны быть проростки. То ли каких-то зерновых культур, то ли же того же гороха или сои. Выбирайте все, что есть, даже овощные растения, то же самое. А вот в это время лучше всего есть хлеб с отрубями. Его сейчас готовят разные. Есть хлеба с отрубями, с различными добавками. Вот эти хлеба можно покупать или самому готовить и употреблять пищу. Хорошо очень для тела сейчас в Водолее свежие овощи и фрукты, но без термической обработки. Пейте какао, ешьте орехи, мед, сухофрукты.
очень хорошо молочно-кислые продукты. Именно молочно-кислые. Здесь и йогурт, и прокисленное молоко, ряженка очень хорошо. А то также фасоль, сою. А чай в это время хороший из ромашки и каркаде. Ну, ромашки, я надеюсь, вы насобирали. Так что, пожалуйста, в это время, водолеи, дайте своему телу вот этот аромат и целебные свойства вот этого цветочка, ромашка. Откажитесь в это время от сладостей, от продуктов, в которых есть крахмал, от газированных различных вод, консервированных именно магазинных различных напитков, от шоколада, картофеля и грибов. 12 ноября уже с 8 часов утра. Это будет пятница, растущая луна будет находиться уже в знаке рыбы. А в это время уязвимы будут уже ступни ног, кровеносная, лимфатическая системы, эпителиальная ткань, система обращения жидкостей. Это время стихии воды, а также рыбы, и об этом много уже сказано. В это время нельзя пить черный чай. Вообще жидкостями больше нормы не увлекайтесь, а тем более черный чай нельзя. Кофе, алкоголь, различные лекарства, консервы. Не имеет значения, что это за консервы, любые законсервированные продукты. Острые, мясные, мучные, сладкие блюда. За то, что нужно во время нахождения Луны в знаке рыбы для наших тел. Это продукты, богатые калием, железом, а также йодом. А значит, любая рыба, и морская, и океаническая, и все рыбопродукты, очень полезна в это время морская капуста, а также различные орехи, сухофрукты, молоко, сыры, фрукты, овощи. Особенно хорошо в это время готовить салаты различные из салата, из редиса, дайкона, редьки. Отлично, сейчас много есть цитрусовых, их используйте в питании. Гречневая каша из каш, фасоль, изюм, яблоки, тыквенные и подсолнечные семечки, пряности и травяные чаи. Снова же здесь на помощь придут ромашка и шиповник. Очень хорошо, они помогают очищать систему кровообращения жидкости, будет с ними хорошо работать. Раиса Гриченко, Александр Волик подготовили сегодняшний выпуск для вас. Мы желаем вам крепкого здоровья, благодатной погоды, тепла и уюта в ваших домах. Всего самого доброго вам, всех благ. До новых встреч на нашем канале.